сути. Вам нужно решить, вы готовы отказаться от бедности и стать богатым или нет. Вы готовы воспользоваться ключом или уходящей возможностью того, что вам мешает реализовать весь свой потенциал на 101%. Общий расклад Таро, гадание по вариантам, о чем вам важно знать сегодня, о чем вам важно знать сейчас. Таролог Алехандро приветствует вас, друзья, мира вам и вашему миру. И сегодня мы погадаем с вами на события будущего, или вы посмотрите, как будут развиваться ваши будущие варианты вашей реальности. Настройтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, на работе, в отношениях, и можете погадать либо по вариантам, либо по ситуации, либо по знаку зодиака, так тоже можно. Сегодня будет 4 отдельных таких коротких историй, где вы можете привязаться к аспиду, позиция 1, 2, 3, 4, а можете привязаться либо к своей ситуации, которую вы будете слышать, да, либо к знаку зодиака, который я разложу случайным образом, да, и на том аспиде, на котором выпадет ваш знак зодиака, на том вы можете и сконцентрировать свое внимание. Также вы можете прослушать все 4 расклада и получить какие-то советы, подсказки, инсайты, может быть, послания высших сил по ситуации на будущее. Итак, я уверен, что вы определились интуитивно либо с номером, либо со своим знаком зодиака. Значит, первыми у нас пойдут знаки зодиака рыбы. Информация актуальна для рыбок, для близнецов и для тельцов. Итак, сегодня у нас будут работать ведьмины руны. Интересный такой инструмент. Довольно редко его пользуем, но я им больше пользуюсь на диагностиках негативного влияния. Также оракул космический, оракул ведьмы. И будут карты Таро. Посмотрим то, что мне действительно нужно будет. Итак, настройтесь на свою ситуацию. Ситуация номер 1. Вам стоит обратить внимание на... здесь, смотрите, здесь есть глаз и есть что-то очевидное. Глаз обычно, такая руна, она больше на что-то, что должно быть у вас на глазах, или то, над чем вы, или то, за чем вы наблюдаете, да, или то, что в поле зрения у вас, да, вот так вот. Вообще руна она говорит о том, что, скорее всего, либо что-то очевидно, либо вы на что-то открываете глаза, да, вот так вот идет. Или то, что вы контролируете, пытаетесь контролировать. Это око, это ваше око, это не Божье око. Здесь в этом оракуле есть око Божье, а есть ваше, да, так вот это именно ваше око. Что-то будет происходить у вас на глазах или развиваться под вашим контролем. Давайте интересно смотреть, что будет происходить на ваших глазах и под вашим контролем. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. Мы сейчас узнаем, что будет происходить и как это будет происходить. Ух ты, а вы попадете где-то на какой-то сеанс гадания, предсказания, да, вещевания, да, и прояснения. У вас на что-то откроются глаза. Хрустальный шар – это как минимум либо поход к гадалке, к тарологу, к ясновидящему, к экстрасенсу, и вы будете прозревать, давайте так скажем. Хорошо, если это не прозрение какое-то, а может быть еще и что-то в быту, не обязательно. Вы, например, не ходите по тарологам, гадалкам, да. Тогда что? На что у вас могут открыться глаза еще? Давайте посмотрим. На что у вас могут открыться глаза, если это не мир магии и эзотерики? На что еще могут открыться глаза у вас? Вы знаете, неважно, какой это мир, эзотерический, да, или материальный, тот, в котором вы привыкли находиться. То, на что у вас откроются глаза, это даст вам спокойствие. Но очень скоро произойдут такие события, что вы что-то увидите, заметите,
И, наконец-то, успокоитесь, скорее всего. Тем не менее, здесь выпадает медитация. То, что вы начнете видеть или понимать, то, на что у вас будет это прояснение или озарение, да, просветление, давайте так скажем, такое тоже может быть, это тоже может быть и ваше просветление. Вот оно даст вам покой, некий покой, принесет вам некий покой. Ну окей. Или даст вам возможность быть более спокойным. Может быть такое, что вы, находясь в состоянии медитации или в каком-то трансцендентном состоянии, что-то увидите и что-то почувствуете. То есть вам будет некий знак, может быть, и знак свыше в том числе. Но давайте еще посмотрим. Еще посмотрим. И еще посмотрим. А здесь атамы. Атамы всегда это меч или нож колдуна. Сейчас вам покажу свой атамы. У меня, кто знаком, он выглядит вот таким вот образом. И, как минимум, атамы это защитник. То есть вы откроете глаза на способы защиты. Вы начнете понимать что-то, это меч, это понятие. Вы начнете, может быть, какой-то конструктивный диалог, в том числе трансцендентный, но, может быть, это и бытовой диалог. Вы, например, успокоитесь и начнете с кем-то договариваться и налаживать какую-то вербальную связь, которая вам необходима. И здесь скажу так еще. Вы, может быть, начнете действительно, атамы тут как преодоление трудностей, но это больше как достижение чего-то. Вы начнете чего-то достигать, да. Достигать и, да, действительно преодолевать препятствия. Смотрите, вам скоро, очень скоро предстоит, возможно, визит к магу, мистику, медиуму, гадалке, тарологу, который принесет спокойствие вам и принесет понимание, как достигать или как решать, или чем решится поставленный вопрос или задача. И у вас будет некий инсайт, прозрение по поводу чувств, ясновидения, медитации и успокоения в медитации, а также начало какого-то действия. Теперь давайте посмотрим, что вам принесет гадание и в чем будет эта ясность, что принесет гадание и в чем будет предвидение вашей ясности, да, в чем заключается гадание и предвидение вашей ясности. Гадание у вас по поводу чего-то справедливого, по поводу справедливого какого-то решения, может быть суда, может быть развода, может бракосочетания, по поводу вашего партнерства, мужчины, женщины, партнера, будущего мужа или жены, и по поводу бизнеса, по поводу бизнес-партнера. То есть вам надо предвидеть или предугадать исход суда, исход брака, и исход какой-то сделки. Может быть, купли-продажи. Окей. И по поводу этого вы будете понимать более-менее. По поводу чего вы успокоитесь. Успокоитесь вы по поводу денег, богатства, наследства. Может быть, по поводу, действительно, вам будет какое-то наследство, потому что тут прямо суд, да, суд это наследие, да. Купля-продажа, да, действительно. Может быть, работа, успех в бизнесе. То есть вы будете ясно понимать, что как минимум без денег вы не останетесь. Может быть, и будете понимать, как достигать успеха в работе и в бизнесе. Или с бизнес-партнерами. Очень хорошие, кстати, карты идут. И, может быть, вам нагадают богатого жениха. Или богатую невесту. Мужчины тоже иногда у меня спрашивают, найду ли я себе, да, женюсь ли я, да, на богатой
Ну или на обеспеченный. Хорошо. Хорошо. Какие трудности придется вам преодолевать? И что вам нужно предвидеть, чтобы преодолеть трудности, да? Ой, а вам действительно надо очень много предвидеть, а предвидеть вам нужно магию, колдовство, в том числе, потому что это Луна, коварство какой-то женщины, которую вы даже можете не знать. Коварство женщины, которую вы можете не знать. Вам нужно предвидеть и преодолеть трудности, связанные с эмоциями. Карта достаточно сложная эмоционально. Ну и вам, может быть, придется преодолевать трудности эмоций женщины. Ну, если вы женщина, это могут быть и ваши эмоции. Но если вы имеете какую-нибудь соперницу, а здесь нож, то вам придется предугадать неожиданные ходы соперницы или недоброжелателя. Совет высших сил вам в этой ситуации. Постарайтесь сохранять спокойствие. У вас центральная карта спокойствия. Вот здесь она. У вас карта спокойствия, равновесия здесь. И у вас еще одно правосудие. Старайтесь действовать по закону. Не нарушать закон. Не идти незаконным путем. Старайтесь действовать холодно, не эмоционально, но решительно. Защищайтесь, укрепляйте свою защиту. И центральная все-таки карта у вас спокойствие, медитация, две крайних карты у вас спокойствие, равновесие. Все решится 50/50, если, 50%. Можно договориться, в этой ситуации у вас. И все решится так, что будет, хорошо и вам, и вашему партнеру, или вашему оппоненту. То есть можно еще договориться. Вот вам послание высших сил, можно договориться, а ситуация может быть любая абсолютно. Например, вы с кем-то поссорились, или вы с кем-то судитесь. И так скажу. Если вы почувствуете, что на вас идут атаки, защищайтесь. Здесь есть атака, темная энергия, да, а вам приходится защищаться. Понимаете, да, о чем я говорю? И также у вас открываются глаза, как достичь результата путем справедливых, законных ходов. И как успокоиться по поводу того, что вас очень сильно волнует внутри, особенно в сердце или в душе. Вот такой вот месседж. Интересное первое послание. Мы же движемся с вами дальше, друзья. Как у нас сегодня повторяются, руны тоже повторяются. Все оракулы сегодня будут повторяться. Расклад номер 2. Итак, расклад номер 2, он актуален для знаков зодиака Стрелец, для знака зодиака Дева и для знака зодиака Весы. Это если вы не хотите привязываться к конкретному номеру. Может быть, вы привязываетесь сперва к номеру, потом к знаку зодиака, потом просто к ситуации, а потом вообще слушаете что-то, так тоже можно. Итак, о чем вам важно знать сегодня? О чем вам важно знать сегодня, сейчас? Хорошенечко перемешаем наши руны ведьмы. Здесь получается у нас перекресток. Перекресток руна тоже такая достаточно, как говорится, противоречивая, да. Что можно сказать о перекрестке? Когда мы видим, да, перекресток, мы стоим обычно перед выбором, да, и вам нужно выбирать. Это раз. Нужно принимать решение. Нужно настраиваться на какой-то ход, да. Окей. Хорошо, принимать решение, настраиваться, выбирать направление какое-то, да, определяться с чем-то конкретным, да, то есть нужна конкретика, в какую сторону идти, ехать, да, может быть, с чем-то определяться, ехать, не ехать, идти, не идти, учиться, не учиться, разводиться, не разводиться, сходиться, не сходиться, уйти, остаться и так далее. Давайте 3 карты. Посмотрим, что скажут космическая, ведьмическая сила или космическая сила ведьмы. Выбор, перекресток.
Ну и смотрите, у нас эта карта повторяется, и она уже была в первом раскладе. Вам нужно решать, бороться или нет, преодолевать трудности или нет, бороться до конца или сдаться. Вы стоите, по сути, на пороге борьбы или принятия решения, продолжать борьбу или сдаться. Это первое. Но этот перекресток вообще вынуждает вас бороться в принципе. Я не говорю, что вам надо сдаться. Я говорю, что у вас есть выбор: сдаться, поддаться или бороться. Вторая карта перекрестка. Ну и здесь полнолуние прямо. Знаете, вы стоите на перекрестке, в котором надо однозначно решать. И как бы, знаете, закончился период, когда вы можете стоять, и вам нужно действовать. То есть, по сути, вот сейчас руны говорят: время действовать, все нельзя откладывать. То есть, если ты, например, хотел купить билет на последний поезд, вот это то самое время, когда это нужно сделать. Иначе ты не успеешь купить билет. То есть, по сути, вы стоите на перекрестке, где вас подталкивают к чему-то решающему или решительному. Почему? Потому что все, вызрел, плод вызрел, ситуация вызрела уже, да, и даже она уже перезрела. И вот что именно это? Ну, что именно это? Интуиция может вам подсказать, что пришло время делать, что перезрело. Может быть, нужно собирать урожай и пойти там пособирать яблоки, например, да. Может быть, огурцы, помидоры. Но это как вариант. А может быть, нужно покупать билет. А может быть, нужно пойти подлечить, например, зуб, к примеру, да, или что-то подлечить. Но, тем не менее, время на исходе, и вы вот-вот потеряете какую-то возможность. И если вы не воспользуетесь этим шансом, то будет поздно. Ну и здесь, смотрите, здесь прямо ворон, и ну, как бы есть по ворону, это, знаете, как будто кто-то каркает, но здесь я вам каркаю, и даже мой голос, он как голос ворона иногда звучит, и кто-то часто и слышит карканье в моем голосе, я ничего против не имею, поэтому, пожалуйста, слышите что угодно, главное, чтобы вам это помогало. Итак, смотрите, время. Приходит время. Вы стоите на перекрестке применить всю свою силу, которая у вас накоплена. Ворон отвечает за магию. Но здесь как бы магия – это не только магия, которая может влиять на вас. Это магия ваша. Это ваша возможность, ваша энергия. Магия – это концентрация. Ну, как бы это не концентрация. Магия – это про энергии всегда. Поэтому ваша энергия, которая накоплена у вас, и ее сейчас очень много, пришло время ее применить. Против чего она будет? Или благодаря чему она будет применена? Или во имя чего она будет применена? Мы посмотрим на картах. То есть, еще раз, пришло время применить всю свою силу. Против чего или во имя чего, сейчас посмотрим. Или для чего. Итак, преодоление каких трудностей вам необходимо совершить в ближайшем будущем? Преодоление каких трудностей? Преодоление тех трудностей, в которых вы сомневаетесь. Вы можете сомневаться в чем угодно, это ваши сомнения, но вы сами знаете, эта интуиция вам здесь будет подсказывать вот здесь. Но, тем не менее, это работа или та работа, в которой вы сомневаетесь, доделывать ее или нет. Это работа вообще. Пришло время принимать решения по поводу вашей работы. И это способ умножения вашего финансового канала или финансового потока. То есть приходит время менять или решать, как вы будете дальше зарабатывать, как вы будете дальше приумножать свой финансовый канал и что вы будете делать с тем, в чем сомневаетесь. Какой цикл у вас закрывается? То есть время чему пришло? Пришло время чему? А что ж у нас сегодня? Смотри карты. Пришло время быть богатым. Пришло время прекратить сомневаться в своем
несовершенстве или несостоятельности или несамодостаточности. Пришло время открывать финансовый поток, открывать дороги, умножать или приумножать свое богатство, свои возможности в работе, в бизнесе. Пришло время богатеть, пришло время выздоравливать, и пришло время окончания времени того, что вы будете сомневаться в том, что вы можете быть богатым, здоровым и самодостаточным. Очень хорошая комбинация, по сути. Вам нужно решить, вы готовы отказаться от бедности и стать богатым или нет. Вы готовы воспользоваться ключом или уходящей возможностью того, что вам мешает реализовать весь свой потенциал на 101%. Какой знак вы увидите в ближайшее время? Что вас подтолкнет действовать? Сразу хочу сказать, что первое, что вас подтолкнет действовать, это карканье ворона. И мой голос тоже может вас подтолкнуть к этому. Но я предупреждаю, я не призываю ни к чему плохому. Я призываю к тому, чтобы вы начали богатеть, выздоравливать, наполняться силой и энергией. Еще раз услышьте это. И я призываю вас задействовать свою энергию во благо себе и окружающему миру, используя концепцию мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Только так вы можете стать богатым. Итак, знак помимо птицы и карканья ворона. Вам будет знак. После этого знака вы начнете делать так. И эти действия, так как вы будете делать, приведут вас к богатству. Этот знак женщина. И этот знак монета. Либо вы монету найдете с женщиной в том числе, либо будет женщина рядом, либо женщина вам даст монету, либо козерог, знак женщина с монетой и женщина на монете, или женщина дает вам монету. Это знак. Ну и птица, карканье и ваша интуиция. Вот это все приведет вас к богатству. Закройте глаза, представьте, что вы стоите на перекрестке. Этот перекресток имеет 4 направления. Север, юг, восток и запад. Все карты говорят вам смотреть на восток. Но вы можете выбрать свой путь. И это будет 5-й путь, путь духа, который, безусловно, приведет вас к богатству. Ключ, замок, язык. Амен. И мы сейчас вытянем карту, которая говорит о послании духа, как совете духа на ближайшее будущее. Подсказки духа. Не бойся потерять все, чтобы обрести себя. Не бойся лишиться и проиграть для того, чтобы обрести и выиграть себя. Окей, давайте следующий. Следующий посмотрим расклад, в котором будут участвовать у нас такие знаки зодиака, как расклад номер 3. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. И в третьем раскладе у нас эта информация может подойти для скорпионов, может подойти для овнов. Подождите, овны, да? Да, это овны. Овны и крабы, ну раки, конечно. И раки. Еще раз, скорпион, овен и рак. Давайте посмотрим, что говорят высшие силы. К чему ведут вас высшие силы. Настройтесь на себя, на свою ситуацию. Квадрат всем поровну. Или защита. Или какая-то стабильность. Стабильность – это очень хорошая как бы руна, но она говорит больше об остановке чего-то. Остановка чего-то больше. Формирование чего-то. Где-то это достижение результата, где-то это защищенность какая-то,
В принципе, неплохая руна, но она не динамичная. То есть вы не двигаетесь, но и особо не страдаете. Может быть, руна говорит тебе: остановись, не торопись, взвесь все, хорошо подумай, подготовься, подготовь почву, может быть, подстрахуйся, может быть, не торопись получить все сразу, а пользуйся тем, что есть. В принципе, это четверка, и она может и говорить о мужчине. Также квадрат — это мужчина, и речь может идти о власти, как таковой власти. Например, вы решаете вопросы с документами, с визами, там, с юридическими какими-то местами. Поэтому всем, кто решает вопросы с фундаментом, с почвой под ногами, с властью, с мужчиной, с защитой, с защищенностью, с обеспечением каким-то, с какими-то, может быть, гарантиями, обещаниями какими-то, да, и понимает или не понимает, что торопиться не нужно. Торопиться здесь не нужно. Вы никуда не торопитесь. Вот если то, что я вам сейчас говорю, и вы слышите вот такое, знаете, как внутренний резонанс, то это про вас. Каждая руна, каждый знак на столе, на алтаре — это послание свыше всегда. Просто так, для развлечения, это нельзя смотреть. Услышьте это. Итак, 3 аспекта квадрата ведьмацких рун. 3 аспекта квадрата ведьмацких рун или ведьминых рун. 3 аспекта квадрата ведьминых рун. Вы в чем-то убедитесь. Вы сейчас по поводу чего-то переживаете. Может быть, по поводу близкого человека, там, любимого, любимой, мама, папа, дети, или знакомый, или муж, жена и так далее. Но вы получите убеждение по поводу того, по поводу чего вы рефлексируете и переживаете. Это раз. То есть где-то произойдет подтверждение тому, о чем вы переживаете. Вот оно утверждение. Вот ваше переживание. Вторая карта. Пустота. Не исключено, что нужно будет попрощаться со своими утверждениями, и вы сперва утвердитесь в чем-то, но вам нужно будет от этого утверждения отказаться. Например, вам что-то пообещают, но это не сбудется. И это норм, это хорошо. И это для вас, в принципе, та часть фундамента, которая вас поддержит. Даже если что-то не сойдется из этого прогноза для вас, это тоже хорошо. Или вы сейчас рефлексируете по поводу того, что вас, например, кто-то подвел. Это тоже хорошо. Это пустота под фундаментом. Она для чего-то вам нужна или дана. И здесь перо, и здесь воздух, свобода. Обычно это символ связи с чем-то трансцендентным, или с духом, или с провидением духа. Так вот, смотрите, тот, кто вышел на 3-й расклад каким-то образом, либо по знаку зодиака, либо интуитивно, и если вы находитесь в состоянии таком погружения, в состоянии погружения в переживания какие-то по поводу того, что вы не получили обещанное. И неважно от кого, от мира, от духа, от близкого человека или от себя самого, вам важно было оказаться здесь, на этом раскладе. И сейчас вы находитесь в некой фрустрации. Что такое фрустрация? Смотрите в Гугле, не буду пояснять. Но вот это ваше состояние, оно вас приводит сюда для того, чтобы... Для чего? Для чего? Давайте первый вопрос. Для чего вы рефлексируете внутри себя? Что вы там ищете?
по поводу любой ситуации. Зачем вам эта рефлексия? Что вам дает эта рефлексия? Что вам дает эта рефлексия? Эта рефлексия вам дает шанс найти в себе энергию и найти в себе возможности реализовать все так, как вы хотите. Как бы вас не обламывала судьба, как бы вас не обламывал партнер, партнерша, родители, дети, начальница, как бы вас не ломал мир, ваша рефлексия вам дана для того, чтобы вы пытались взять под контроль этот мир. Вы хотите управлять миром, и вы можете им управлять. И ничего в этом плохого нету. Это хорошо, что вы им хотите управлять и можете управлять. И вы будете им управлять. Поэтому зачем вам рефлексия? Для того, чтобы находить в себе энергию. И если эта рефлексия еще и как-то связана с психологией или с психологическими консультациями, то вы делаете все правильно. Кстати, этот сеанс сегодня, он не только в магическом, мистическом формате проходит, но еще и в психологическом. Вы же знаете, что я таро-психолог. Что вам дает состояние фрустрации и что приносит хаос в вашу жизнь? Хаос приносит вам дестабилизацию и стабилизацию, поэтому вам периодически нужно побывать на качелях. Скорее всего, качели – любимое развлечение вас с детства. И здесь именно хаос – ваш друг. Именно хаос вводит вас в состояние рефлексии. Именно хаос дает вам возможность найти в себе энергию, желание жить, возбудить в себе пламень страсти своей энергии либидо и взять под контроль и опять прийти к балансу и внутренней стабильности и взять под контроль свою реальность. Поэтому что дает вам хаос? Хаос вам дает хаос и дестабилизацию, и одновременно хаос вам приносит порядок, энергию и стабилизацию. Поэтому примите хаос как часть своей жизни. Успокойтесь наконец-то. Никуда порядок от вас не уйдет, но и хаос тоже никуда не денется. И именно 50% хаоса и 50% спокойствия и стабильности и есть формула вашей стабильности и вашего успешного мира, вашего союза, вашей магии, вашей ценности, вашего успеха, вашего результата, вашего понимания себя и окружающего мира. Связь з духом. А чого вам, як кажуть, конче необхідно звільнитись? Что нужно убрать с себя, счистить как белым шалфеем, да, или как пером счистить. Когда делается обряд, эта трава участвует в проговаривании. Она говорит, она подключает руну ос. Что нужно счистить с вас словом, делом, движением пера или движением духа? От чего нужно избавиться? Что вы должны потерять для того, чтобы обрести? Вам необходимо научиться терять деньги, но и научиться жертвовать деньгами. Умеете вы это или нет? Не знаю. Свой ответ оставьте в комментарии. Но есть некая сумма, пожертвовать которой во имя себя, своей чистоты, во имя духа, во имя своего будущего, во имя своего мира, во имя своей стабильности, во имя своего спокойствия. Есть эта сумма, которая, может быть, состоит из 4 монет, может быть, из 4 единиц, из 4 сотен или тысяч, не знаю, решать вам. Сумма вашего пожертвования, она находится внутри вашей рефлексии. Вас ждет успех. Вы получите гораздо больше, научившись терять. И смотрите, как символично падает карта. 4 монет, а следующая 5 монет. А 5 монет – это потери. А 6 монет – это открытый финансовый канал. Вам важно знать, что вы очень скоро откроете себе способ заработка, способ дохода, какой-то бизнес,
который принесет вам гораздо больше, нежели то, что вы потеряете или уже потеряли. Или теряете благодаря пребыванию в своей рефлексии и упусканию того огня и той энергии внутри себя, которую вы не используете, находясь в рефлексии. Что советует вам дух? Да что ж сегодня третий раз подряд. Открывайте свой финансовый канал, открывайте свое сокровище, открывайте свой талант, свой дар, свой потенциал, и он обязательно приведет вас к богатству. Руна Феху, которая может быть нанесена вам на запястье, и руна Ос, которая тоже может быть нанесена вам на запястье, может помочь вам. Сейчас я вам могу нарисовать еще руностав. 2 секунды. Ну, давайте я его вот здесь нарисую. Руностав. Красным давайте. Руностав можете нарисовать вот такой. Вот такой руностав нарисуйте себе. Неважно, как он будет вверх-вниз или вниз-вверх, так или эдак. А здесь руна Феху, а здесь руна Ос. Идем дальше. Расклад номер 4. Итак, расклад номер 4, он актуален для знаков зодиака. Водолеи. Водолейчики. Козерожицы или козерожики. Ну и львы, естественно. Итак, какая энергия ведьмина ведет вас? Ведет воздух вас. Движение. Воздух обычно у легкости. Движение, воздух, облегчение какое-то. Может быть, вы находитесь в закрученном каком-то состоянии. Может быть, вас и закручивает. Но это воздух. Это ветер, воздух. И вы должны... Или вы уже двигаетесь куда-то, к чему-то, к кому-то, да, или переезжаете, да, или вы активно двигаетесь. То есть, по сути, руны видят много движения в вашем мире, в вашей реальности. И если у вас сейчас застой, то скоро будет движение. А если вы очень быстро двигаетесь, то это может быть предупреждение, что нужно как-то более плавно идти к чему-то, да, не торопиться. Но, тем не менее, о чем-то высшие силы вам хотят сообщить, о том, что произойдет в движении. В движении. Что-то произойдет в движении. Или уже происходит. Вам высшие силы хотят сказать, что в движении жизни вам нельзя останавливаться. Движение есть ключ к вашему исцелению, регенерации. И если, например, вы хотите лечиться в одном месте, в том, где вы сейчас находитесь, к примеру, то вам лучше поехать куда-то и полечиться в другом месте. Если вы, например, хотите выйти замуж или жениться в этом городе, то вам лучше переехать в другой город. Ну и так далее. То есть, если вы хотите чего-то нового, себя нового, своего нового мира, то вам обязательно нужно куда-то идти или ехать. Хорошо. И если вы думаете, переехать вам или нет, то вам переехать. Если то, что я вам сейчас говорю, приносит вам покой или успокоение, или вы часто в медитации, когда погружаетесь и видите, что вы куда-то движетесь, значит, ключ к вашему новому миру или к новой вашей реальности, он в переезде и в поездке. В процессе движения вы ищете медитацию, но в медитации вы ищете движение. И режим ускорения, остановка для вас называется естественный.
режим вашего бытия, где вы таким образом живете нормально. И руны говорят, и карты говорят о том, что если ты очень много двигался, то тебе нужно отдохнуть. Может быть, хорошо поспать, выспаться, а может быть, просто подлечиться и заняться своей энергетикой своего здоровья прежде всего. Ну и еще один хрустальный шар. Я бы сказал так, если ты себя чувствуешь уставшим долгое время, чувствуешь какую-то хроническую усталость, обратись к классической медицине и проверь свое здоровье. Просто сдай анализы, например. Но если ты подозреваешь, что каким-то образом ты устаешь и не можешь восстановить свою энергию никаким способом, ни в медитации, ни питанием, ничем, то сделай диагностику на наличие негативного влияния. Почему так? Вот твое обновление и адаптация. Вот твоя усталость, она может быть здесь. Вот твое движение. Вот твое спокойствие, если ты потерял спокойствие, и ты не можешь восстановиться. Или если ты подозреваешь магические атаки, то тебе нужен хрустальный шар, тебе нужна диагностика на негативное влияние личного характера. Особенно если болит. Если болит и не заживает. Особенно если не заживает. Хребет, позвоночник. Если болит, не заживает хребет, позвоночник, в том числе копчик, шея. Ну, может быть, голова. Болит, не заживает. Если беспокоит, особенно если беспокоит голова, головные боли, страхи, бессонница. Ну и ты постоянно думаешь об этом, то, что беспокоит. И ты знаешь то, что тебя беспокоит. Что нужно прояснить? Почему это нужно прояснить? Потому что ты чувствуешь это интуитивно, и ты чувствуешь какие-то запахи. Особенно если ты чувствуешь запахи не свежие, нечистые. Особенно если есть предчувствие или интуиция подсказывает сделать это. Хорошо. Что поменяется в твоей жизни, если ты займешься коррекцией своего здоровья и коррекцией своей энергетики, коррекцией своих магических энергий, да, своего кокона, своего биополя? Что изменится, что поменяется в твоей жизни? Да что ж такое сегодня? Сегодня прям все 4 практически расклада, да, об этом. Но тем не менее. Поменяется самооценка. Ты не узнаешь себя. И неважно, мужчина ты или женщина, это, конечно же, женская карта. Но как женщина ты станешь по-настоящему роскошной, и это заметят, и это оценят извне. Ну и ты станешь богатой или богатым человеком. Как минимум, твое и здоровье, и твоя самодостаточность выйдут на высший или еще на один более высший уровень. Вот что поменяется. Это будут настоящие перемены к лучшему. Что ты очень скоро начнешь понимать, или о чем начнешь догадываться, ну или ты догадываешься и начнешь это понимать. Дьявол есть архитектор материального мира, но дьявол – это и обязательства, и твои привычки. Ты понимаешь, о каких привычках и о каком дьяволе я здесь говорю. И когда ты избавишься от этого дьявола, когда он сгорит там, где горишь сейчас ты, когда ты по-настоящему свободно вздохнешь и твой разум прояснится, и когда упадут оковы дьявола, тогда эта карта станет реальностью. Но, возможно, сейчас за этой картой материального мира ты не видишь своей свободы от дьявола. Ты знаешь, в чем кроется дьявол, но ты боишься
отсоединить свой разум и свой материальный мир от него. Что может показать тебе хрустальный шар и какие запахи ты чувствуешь, какие ароматы ты чувствуешь? Сегодня это просто какое-то диво. Хрустальный шар может показать тебе богатство, деньги, источник заработка, источник твоего же здоровья, источник твоего счастья, источник твоей семьи, твою женщину, если ты мужчина в том числе, и твоих взаимодействия с детьми и родителями. Но хрустальный шар может и хочет тебе показать аромат и вкус богатой и обеспеченной жизни, в которой 100% есть место для тебя.